В этом выпуске мы погрузимся в удивительный древнеиндийский текст. Только представьте, он утверждает, что может расшифровать абсолютно любое послание, которое отправляет нам Вселенная. Да-да, от движения планет до самого обычного чиха. Задумаемся на секунду. А что, если это правда? Что, если Вселенная и в самом деле постоянно с нами говорит, а ее сообщения скрыты в самых, казалось бы, обыденных вещах? Ну, например, через причудливую форму облака, которая вот сейчас всплывет по небу. Или, скажем, через тревожный ночной крик шакала. Или даже через что-то настолько простое и личное, как внезапный чих. Звучит, конечно, как фантастика, но в VI веке нашелся один ученый, который взялся за, казалось бы, невыполнимую задачу составить полное подробное руководство по чтению всех этих вселенских знаков. Имя этого человека — Варахамихра. Давайте же познакомимся поближе и с ним самим, и с его невероятным творением. Итак, Варахамихира жил в VI веке в городе Уджайн, который по сути был главным центром астрономических знаний того времени. Его ум и эрудиция были настолько признаны, что он даже входил в так называемый круг 9 драгоценностей, ближайших советников легендарного царя Викрамадитии. И вот, находясь в этой кипящей интеллектуальной среде, он и создал свой главный труд — свою великую компиляцию. Чтобы просто представить себе масштаб этой работы, вдумайтесь в одну цифру — 4000. 4000 стихов на санскрите. Это, по сути, не просто книга, это настоящая всеобъемлющая энциклопедия, которая охватывала практически все доступные знания той эпохи. Хорошо, но как же все это работало на практике? Давайте начнем, так сказать, с макрокосмоса. Варахамихира очень подробно описывал, как небесные события толковались в качестве предзнаменаний для целых народов и, конечно, их правителей. И вот здесь мы видим совершенно уникальные сочетания точных научных наблюдений и астрологии. С одной стороны, Варахамихира абсолютно верно описывает механизм лунного затмения, но тут же добавляет: если два затмения, солнечное и лунное, случаются в один и тот же месяц, это верный знак грядущих войн и смуты в государстве. И посланием считалась буквально каждая деталь. Например, даже цвет солнечных лучей, как верили, напрямую предсказывал судьбу разных социальных классов. Белое солнце — жди беды для жрецов, кроваво-красное — для воинов, желтое — для торговцев, а черное — для рабочих. Что действительно поражает, так это невероятная конкретика этих предсказаний. Вы только послушайте. Движение одной единственной планеты по какому-то определенному участку неба напрямую связывалось с судьбой целого царства и его конкретного правителя. Ну что ж, давайте спустимся с небес на землю, ведь Брихат-Самхита содержит не менее обширный каталог знамений, которые можно было наблюдать прямо здесь, в окружающем нас мире. И чего тут только нет, разнообразие этих явлений просто поражает. Дождь из пепла, город будет разрушен, плоды на деревьях созрели не в сезон, жди смуты. Крик шакала, похожий на тхик-тхик, грядет большая беда. А ворона с веревкой в клюве предвещает тюрьму. Буквально все было знаком, все имело свое значение. Но было бы ошибкой думать, что эта книга — просто сборник каких-то зловещих предзнаменований. Вовсе нет. Она также показывает, как можно активно использовать эти знания, чтобы, скажем так, строить свою жизнь в гармонии со Вселенной. Труд Варахамихиры был еще и вполне себе практическим руководством. Вот, например, подробнейшая пошаговая инструкция, как найти подземные воды. Нужно найти определенное дерево, отмерить от него точное расстояние, и там даже указано, что именно попадется на определенной глубине. Сначала змея, потом глина и только потом вода. Этот самый космический порядок должен был отражаться даже в архитектуре. В тексте четко прописаны допустимые размеры домов для представителей разных сословий, от жрецов до рабочих. Считалось, что если соблюдать эти пропорции, это обеспечит гармонию и процветание для всех. И ставки в этой системе были невероятно высоки. Для ремесленника, например, который создавал статую божества, любая ошибка могла стать фатальной. Сделал живот у статуи слишком тонким, в стране будет голод. Глаза смотрят вверх, мастер рискует ослепнуть. Наклонил фигуру влево, погибнет его жена, а вправо погибнет он сам. Точность здесь была буквально вопросом жизни и смерти. Так что же все-таки стоит за всеми этими правилами, знамениями, предсказаниями? В их основе лежит очень глубокая и, главное, целостная философия. В основе всего лежит вера. Вера в то, что Вселенная — это не хаотичный набор каких-то случайных событий, а живой, разумный организм, который постоянно с нами общается. И главная задача человека — научиться понимать этот язык.
То есть это была не просто какая-то россыпь суеверий, нет, это была целостная, систематизированная картина мира. В ней абсолютно все, от движения планет до родинки на теле, имело свой смысл и было частью единого взаимосвязанного целого. Ничего случайного. И в завершение, как говорится, вопрос на подумать. Вот мы живем в век больших данных, сложных алгоритмов, которые предсказывают все от погоды до поведения на рынке. А не пытаемся ли мы, по сути, делать то же самое? Искать закономерности, читать знаки, просто используя для этого новые, более технологичные инструменты?